Вот вы сейчас открыли этот ролик на ютубе и такие: чё, какое брендирование, о чем вообще речь-то? Зачем простому творческому человеку задумываться о таких вещах? Я постараюсь объяснить. Смотрите, классическая схема. Живет себе живет творческий человек. Неважно, художник он или 3D-шник или аниматор, и просто выкладывает свои работы в портфолио, где-то работает, чем-то увлекается, и на этом все. Но бывает много неприятных ситуаций, когда либо кто-то начал откровенно воровать ваше творчество, или вообще даже продавать, или же со временем вы стали пропадать на фоне бесконечно растущего океана других творческих людей. Пропадать настолько, что чужие работы приписывают вашему перу, или же наоборот, ваши работы чужому. Что делать, когда у зрителя вообще нет никакой ассоциации с вами? Вот здесь-то нам на помощь и приходит брендирование. Например, в той же Москве большое количество ресторанов. Но если я вас попрошу назвать хотя бы 3 известных рестораторов, вы дай бог, если назовете Аркадия Новикова. Ну или может Константина Ивлева вспомните, хотя он вообще-то не ресторатор. Мы все знаем, что ресторатор может быть только один. С артом и искусством то же самое. Если вовремя не превратить себя в бренд, и извините меня за каламбур, себя не забрендировать, то есть вероятность, что вы либо исчезнете, либо вас съедят рыбки покрупнее. Но еще один небольшой микродовод: если вы сможете сделать из себя бренд, то вы сможете в разы усилить ассоциации вашего творчества с вами и повысить узнаваемость. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здравствуйте, всем привет. Сегодня поговорим о брендинге, как обычно поделенном на 3 раздела: лирика, физика и формулы. Итак, для начала поговорим, как обычно, о лирике. Допустим, я привел убедительные аргументы, почему нужно брендировать творчество, но теперь давайте разберемся, а что же такое бренд в общем и целом. Бренд — это не только юридический аспект в виде торговой марки, логотипа или чего-то подобного. Бренд — это по сути живой персонаж, облаченный в некие рамки, причем рамки вы выдумываете самостоятельно, которые взаимодействуют в медиа-среде со зрителями или другим брендом. Более того, у бренда отсутствуют человеческие слабости, а также многие человеческие характеристики. К слову, именно из-за этого любая крупная корпорация — это большой ад на колесах. Перед тем, как начать двигаться в сторону бренда, задайте себе один простой вопрос: про что вы как человек и про что вы как бренд, а также про что ваше творчество. Если ответ: ну не знаю, я просто картиночки рисую, то вам надо над этим серьезно подумать. Чтобы вам было легче, давайте все сделаем в игровой форме. Представьте, что вы новое крупное семейство в «Игре престолов», и вам нужно представить не только, как будет выглядеть ваш замок, где вы будете жить, но и как будет обустроен ваш быт, как будет выглядеть ваш герб и что будет на слогане герба. Это и есть брендинг. Те же самые примеры можно отнести к тому, каким вы видите ваш профиль и каким вы видите ваше творчество. Чтобы понять, про что вы, вам надо ответить на вопрос, каким бы вы хотели, чтобы вас видели. И ответ «про что вы» — это не ответ про визуал. Поясню. Если одну и ту же песню с одним и тем же текстом дать какому-нибудь известному рэп-исполнителю и группе Король и Шут в старом составе, если бы это было возможно, то несмотря на то, что текст один и тот же, эти песни будут про разные смыслы. Потеряли пацана, он больше не наберет. Потеряли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Смыслом произведения его оболочку наделяет автор. И вам всего лишь необходимо придумать, как вы хотите, чтобы люди видели ваш бренд и какие эмоции от этого испытывали. А чтобы закрепить этот ответ, про что вы, сформулируйте управляющую идею вашего творчества, оформите ее в виде слогана под вашим знаменем и обращайтесь к ней как к вашей персональной первой заповеди. После того, как вы сможете ответить на эти вопросы, вам необходимо придумать себе свод правил, причем он может отличаться от ваших жизненных позиций. Это будет исключительно список персональной заповеди бренда. Отнеситесь к этому, как будто вы создаете персонажа. Персонаж не обязательно должен быть вами, но тем не менее обязан разделять хотя бы часть ваших ценностей. Дальше больше. Если есть список правил, значит и должен быть некий список запретов, чего ваш бренд ни в коем случае не должен делать. Причем речь только об одном бренде, а если у вас их будет 10, у них может быть совершенно разная структура. Но мы пока говорим про один. Здесь еще раз вспоминаем, что у бренда нет человеческих чувств. Бренд — это как программа, которой мы прописываем алгоритм. Поэтому, зафиксировав список запретов, надо им следовать неукоснительно. Например, если у вашего бренда есть запрет на то, чтобы отвечать на идиотские комментарии в социальных сетях, то вы как человек не можете этого делать. Это, по сути, самая базовая первооснова для создания своего бренда. Все, что мы сейчас сделали, называется дизайн-код. Вот это слово не всегда связано с внешней оболочкой, логотипом или фирменным стилем. Это понятие более глубокое. Именно поэтому я начал издалека
с простых примеров. Если давать слову дизайн-код определение, это будет примерно следующее. Дизайн-код — это концентрированная имиджевая политика бренда, выраженная через визуал и содержание. И именно разработка дизайн-кода должна лежать в основе превращения себя в бренд задолго до всех юридических аспектов. Сейчас прервемся на небольшую минутку продажности и после этого продолжим. Почти каждая RPG-игра отнимает у человека большое количество времени, но время — это единственный невосполняемый ресурс, и ничего кроме удовольствия вы не получаете. Вы можете часами прокачивать персонажа, знать все его особенности, ветки навыков и так далее, но время назад вы не вернете. А что если это совместить с реальным обучением? Retry School — это образовательная платформа совершенно нового образца и настоящего CG-продакшена в формате RPG-игры. Обучение строится вокруг постоянной практики, прокачки скиллов и командных проектов. Студент может самостоятельно выбрать, что моделить и какие навыки ему интересны. А школа создает среду, в которой он будет заниматься 3D-графикой очень-очень много. Авторы и менторы — практикующие спецы из индустрии, которых вы не только знаете, но и могли видеть на нашем канале. Основная цель, чтобы вы могли очень много моделить в комфортной среде, реально способствующей развитию. При этом учиться вы будете по древу навыков. Оно делится на разные ветки, каждая из которых включает в себя ряд определенных навыков. Блокинг, ритмы, физика света, повреждения и так далее. И, разумеется, в каждом навыке от 3 до 6 заданий, подкрепленных теорией. После того, как осваиваете нужные навыки, вы можете включиться в рейд. Это групповая работа над детализированной 3D-сценой, пример которой вы сейчас видите на экране. В рейде каждый участник может выбрать себе роль. Вы можете быть моделером, текстурщиком, лидом, да и вообще кем угодно. По-хорошему, все это сделано для того, чтобы вы могли погрузиться в пайплайн реального продакшена, научиться командной работе и заниматься увлекательным движением. Если вы авантюрист, присоединяйтесь к увлекательному приключению по ссылке в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Теперь перейдем к визуальной составляющей дизайн-кода. Как вы сами прекрасно понимаете, все бренды так или иначе ограничены. Они не могут быть винегретом, и у них есть собственный уникальный стиль. Причем стиль всегда неделимый, цельный и без вкрапления посторонних элементов. Если на данном этапе вы все еще задумываетесь, зачем я это смотрю, и, господи, да почему так сложно, можно попроще, то позвольте привести вам пару примеров, когда это может пригодиться. Речь идет не только об узнаваемости вашего стиля или какой-то защите от хейтеров, а скорее в том, что брендирование позволит вам застолбить за собой ваше творчество и защитить его как в социальных сетях, так и юридически. Итак, визуальная составляющая дизайн-кода. Самое главное, что необходимо уяснить, что ваше портфолио или ваша страничка в социальных сетях становится похожей на витрину магазина, у которого есть конкретная направленность. Работы не только должны быть выполнены в одной стилистике, но и должны своим содержанием отражать потребности зрителя. Когда вы становитесь брендом, вы не можете работать только для себя. Чтобы понимать, как генерируется содержание и посыл в работах, приведу вам очень простой пример. Представьте себе 12, 13, 14-летнего подростка и его или ее интересы. Обратите внимание, что они не всегда связаны с внешней оболочкой контента. Поясню. 13-летний подросток слушает рэп не только потому, что ему нравятся рифмы или музыкальная составляющая, а даже в большей степени потому, что исполнитель удовлетворяет потребность зрителя, например, в протесте или антисоциальном поведении, к которому в этом возрасте тянет. Условно, подростки слушают Моргенштерна не только потому, что им нравится его музыка, а потому, что они хотят перенять на себя образ жизни, протест и, что называется, внутреннюю крутость. То же самое касается любого вида контента. И музыка, и кино, и в том числе изображения должны отвечать и удовлетворять потребности зрителя. Главная задача в построении внутреннего дизайн-кода — ответить себе на вопрос, а какую потребность будет закрывать ваш контент. Я могу вас удивить, но многие художники на самом деле в социальных сетях концентрируют ваше внимание не на своих работах, а скорее на некой творческой атмосфере, принадлежностью которой хочет стать зритель. По-любому, у каждого из вас был знакомый или друг, у которого в ВК были сохраненки фотографий дорогих автомобилей. Почему они там находились? Потому что таким образом человек приближал свое желание к реальности. Раз у него не было физической возможности такую машину купить, то визуальные изображения в виде фотографии просто закрывали его потребность иметь это рядом. Пускай вас не смущает такое количество метафизики в ролике. Помимо юридических пунктов АБЦ, у каждого должно быть понимание, что на самом деле такое бренд. Ну и самое главное, определиться с тем, нужно оно вам или нет. Теперь поговорим немножко о нейминге. Должен же ваш бренд как-нибудь называться? Во-первых, стоит упомянуть то, что название должно быть уникальным и запоминающимся. Это очевидно, но тем не менее избегайте общих слов и фраз, которые могут путать потенциальных клиентов, да и просто зрителей с другими брендами. Лучшие названия легко запоминаются и могут стать отличительной чертой вашего бренда.
бренда. Далее, обязательно изучите конкурентов, проанализируйте имена существующих брендов, чтобы увидеть, что работает и что не работает. Это поможет вам создать более оригинальное и уникальное название. Разумеется, подумайте о своей аудитории. Как вы думаете, какие ключевые слова и фразы могут привлечь внимание именно ваших зрителей? Вы же по-любому видите в Инстаграме, да и вообще в любых социальных сетях аккаунты с названием типа Вовчик Арт. И, естественно, относиться к такому аккаунту серьезно весьма сложно. Поэтому избегайте использования устаревших слов или фраз. Хотя некоторые слова могут быть популярными на данный момент, но они могут устареть через несколько лет. Старайтесь выбирать названия, которые будут актуальными и в будущем. Плюс мы не забываем про существование метафор, аллегорий и юмора. Иногда использование метафор и аллегорий может помочь создать более глубокое и запоминающееся название для вашего бренда. Ну и главное, конечно, проверьте доступность выбранного вами имени. Может статься так, что уже и домен, и все странички в соцсетях забил какой-то нехороший человек, а вы над этим названием думали 20 часов. Ну и, конечно, избегайте использования слишком длинных названий. Короткие и простые названия легче запоминаются и легче произносятся. Если же вы не можете жить без длинных названий, рассмотрите использование аббревиатур. Очень многие бренды их используют. Тут мне вспоминается один из очень хороших ресторанов в Москве, который называется «Хамлет убил Йорика». Ну и, конечно, в финале проверьте правовую защищенность этого имени. Может быть, на данное имя уже зарегистрирована торговая марка, и кто-то под ней выпускает футболочки или торгует пирожками на Казанском вокзале. И еще один не менее важный момент – это, конечно же, создание логотипа бренда. Он впоследствии и будет вашим товарным знаком. Здесь могу сказать проще. Изучите логотипы разных компаний. Посмотрите на то, как компании вызывают тот самый ассоциативный ряд со своим логотипом. И, к слову, логотип не всегда отражает то, чем занимается компания. Взять хотя бы тот же Apple. Но, тем не менее, это должен быть запоминающийся знак, который будет аватарой вашего бренда в социальных сетях и медиа-среде. Теперь поговорим о регистрации бренда. Так как я базируюсь в Москве, то рассказать я могу только о регистрации товарного знака в России. Итак, перед подачей заявки на регистрацию бренда в России необходимо подготовить некоторые документы. Эти документы включают в себя заявление на регистрацию, информацию о заявителе, включая паспортные данные и адрес, а также изображение товарного знака в соответствии с требованиями Роспатента. Заявку на регистрацию бренда можно подать в Роспатент через официальный сайт или лично в одном из отделений. Необходимо заполнить все поля заявления и приложить копии документов, подтверждающих право на использование товарного знака. После подачи заявки на регистрацию Роспатент проводит экспертизу заявки. В рамках этой экспертизы проверяется соответствие заявки требованиям, установленным законодательством о товарных знаках. Если заявка не соответствует требованиям, Роспатент может запросить дополнительную информацию или отклонить заявку. После успешной экспертизы заявки необходимо произвести оплату пошлины за регистрацию товарного знака. Размер пошлины зависит от ряда факторов, таких как класс товаров и услуг, для которых будет использоваться товарный знак, и количество классов, в которых зарегистрирован товарный знак. После оплаты пошлины и получения положительного решения по экспертизе заявки Роспатент производит регистрацию товарного знака. Регистрация дает заявителю право на эксклюзивное использование товарного знака в течение 10 лет с возможностью его продления. После регистрации товарного знака вы можете защищать на него свои права. Это имя и логотип теперь по праву ваши, и никто не имеет права осуществлять какую-либо деятельность от имени вашего товарного знака. Если вам нужны еще бесплатные советы по брендингу, то вступайте в наш телеграм-канал, будем там постить интересный контент. А вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя.